Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые подписчики и гости моего канала. Я очень рада, что вы заглянули на мой канал. Здесь вы услышите сказки и истории, которых вы никогда не слышали. Усаживайтесь поудобней, а я расскажу вам историю, которая называется «Спасение из плена». Речка была непростой, она только с виду казалась спокойной, но в некоторых местах течение у нее было очень сильное. Бурый и Толстяк стали искать подходящее место, чтобы перебраться на другую сторону. Они шли вдоль берега, пока не нашли, как им показалось, спокойное место. Было не так далеко до противоположной стороны, всего лишь каких-то 3 метра. Бурый первый стал перебираться по камням, но его лапы соскользнули с камня, и он оказался в воде. Течение быстро подхватило его и понесло вперед. Толстяк увидел, как его друг упал в воду, и побежал за ним вдоль берега. Бежал он неуклюже и часто падал. Бурый видел, как панда спотыкается, но, поднимаясь, снова бежит, чтобы спасти его. Он крикнул, что есть мочи: «Толстяк, давай! Без тебя я погибну!» Бурый знал, что если Толстяк не спасет, то течение унесет его и сбросит в водопад. Сам водопад был не очень высоким, но там внизу было много подводных камней, и если туда упасть, то можно было покалечиться. Когда панда услышал отчаянный крик своего друга, у него словно выросли крылья. Он подпрыгнул высоко, ухватился за толстую ветку дерева. Ветка под ним согнулась, и Толстяк, одной лапой держась за ветку, а другой ухватил за торчащую из воды лапу Бурого и вытянул друга из воды. Он зубами ухватил Мишку за шиворот, а сам обеими лапами, карабкаясь по ветке в обратную сторону, опустился на берег. Бурый был весь мокрый и дрожал от холода. Панда-толстяк обнял друга и согревал его своим теплом. Толстяк сказал: «А помнишь, в детстве ты спас меня из воды и согревал вот так же? Только я тогда был совсем несмышленышем. Мы сидели с тобой здесь на камне. Помнишь?» — повторил панда и добавил: «Если бы не ты, я бы погиб тогда. Я только-только потерял свою маму, остался совсем один. Мне было холодно, и я был сильно напуган. Ты спас меня и оберегал. У нас, у панд, совсем не так, как у вас, бурых. Мы обрастаем шерстью намного позже. А ты, как мама, согревал меня своим теплом. Да, даже не верится. Я младше тебя на целый месяц, но по сравнению с тобой был намного больше. Ты тогда был таким крохой и к тому же без шерсти. Я подумал, что спас крысеныша, а оказалось медведя, панденыша», — сказал Бурый, и они оба засмеялись. «Зато теперь ты меня греешь своим большим телом и своей шерстью», — добавил Мишка Бурый. Они оба сидели так до тех пор, пока Бурый не обсох. «Давай не будем рисковать. Это течение очень коварное. Я кое-что придумал. Нам надо несколько бревен связать друг с другом, сделать плот и переплыть на тот берег», — предложил панда. Время было уже под вечер, и они успели найти только несколько бревен.
Они заночевали прямо на них, прижавшись друг к другу. Утром, как только проснулись, они нашли подходящее место, перенесли туда все бревна, которые собрали, связали их гибкими прутьями, сделали плот и переправились на другой берег. Толстяк и Бурый несколько часов шли на юг, как и сказала им тетушка Сорока. И вот, наконец, перед ними открылась небольшая поляна, а хозяином этой поляны был огромный раскидистый дуб. День еще не закончился, и Филин спал в своем дупле. Панда и Бурый решили подкрепиться. Толстяк наелся сочных листьев, а Мишка Бурый нашел кусты малины и тоже поел. Они сели под дубом и стали ждать, когда Филин проснется. Пригрелись друг возле друга, да и заснули. «Угу! Угу!» услышали друзья и проснулись. Филин услышал шорохи под деревом и спросил: «Кто это ко мне пожаловал?» «Это мы, дядюшка Филин, Мишка Бурый и Мишка Панда. Нас к тебе отправила тетушка Сорока. Нам нужна твоя помощь», — сказали они хором. «Ну, если это она вас ко мне послала, так и быть, помогу вам, чем смогу. Рассказывайте, что у вас случилось», — сказал дядюшка Филин. Бурый рассказал ему все, что случилось с папой Лисом и Фоксиком Добряком. Филин помотал своей головой по сторонам и произнес: «Совсем эти злодеи распоясались, на малышей охотятся. Вот что я вам скажу. Я ночная птица, днем я сплю, а ночью бодрствую, поэтому не смогу с вами пойти к старому дедушке Белому Медведю. Когда-то в детстве он жил с людьми и знает все их повадки. Он вам поможет». «Бурый, а ты знаешь, что дедушка Белый Медведь твой троюродный дедушка?» — обратился Филин к Мишке. «Иди к нему и скажи, что это я тебя к нему послал. И отнеси ему от меня гостинцев, бочонок меда и сухой малинки. Он ее просто обожает, пусть полакомится. Путь вам предстоит долгий и трудный. Он живет далеко на севере, там очень холодно и сплошной снег. Он белый, как пух, но очень холодный. Хижина дедушки Белого Медведя сделана из льда, и вы ее без труда найдете. Там нет ни единого дерева». Толстяк и Бурый поблагодарили дедушку Филина и отправились в путь. Шли они очень долго, по лесам и полям. Наконец пришли и увидели, что вокруг все белым-бело. Снег и вправду был похож на белый пух, но он был очень холодным. Не было ни одного деревца, только сплошной снег. Друзья увидели хижину, похожую на шар, погруженный до половины в снег. Они подошли и постучали в дверь. «Кто там?» — раздался дедушкин голос. «Это мы, Панда, Толстяк и Мишка Бурый», — ответили мишутки. «Заходите, дети, я очень рад вас видеть», — обрадовался гостям дедушка. «Что привело вас ко мне?» — вновь спросил дедушка Белый Медведь. «Дедуля, нас к тебе послал дядюшка Филин. Он сказал, что вы сможете нам помочь. А еще он вам прислал эти гостинцы». Бурый отдал ему мешочек сухой малины, а Панда вручил ему бочонок меда.
Ай да филин, ай да друг, вот угодил так угодил. Дедушка очень обрадовался, что его старый друг не забыл его. Он взял бочонок меда, поставил на полку, чтобы потом тихими вечерами пить чай с медом, а мешок с сухой малиной открыл, уселся поудобнее в своем кресле-качалке и стал одну за одной закидывать себе в рот. «Ну, рассказывайте, с какой бедой пришли ко мне?» – спросил он мишек. «Папа Лис и наши друзья Заяц, Добряк и Лисенок Фоксик попали в плен к злодеям. Папа Лис вообще может умереть, с него хотят шкуру снять и сшить из нее шубу. Они сказали, что Фоксик, когда подрастет, с него тоже снимут шкуру. А Добряка хотят навсегда отдать в руки мучителям, их детям. От рук таких детей много зверей погибает. То затянут на шее веревку, то в клей измажут, а то и вовсе в мешок посадят и в воду бросят. А некоторые банки к хвосту привязывают, а потом отпускают и сами смеются». «Да», – задумчиво произнес дедушка Белый Медведь, «я в детстве всякого повидал, долго жил среди людей и знаю все их повадки. Не все люди превратились в злодеев, есть среди них и добрые. Они спасают нашего брата, и таких на земле больше. К сожалению, вы встретились со злодеями, у которых каменные сердца. Если хотите, я расскажу вам историю. Садитесь поудобнее. Эту историю мне рассказала моя бабушка, Белая Медведица. Продолжение следует. Мои дорогие, понравилась история? Тогда подпишитесь на канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, и мы с вами встретимся в следующем видео. Я всегда рада вам.